Привет всем! Конечно, на этом канале не должно было быть никаких обзоров на мотоэкипировку, но то, как я покупал эти шлемы, мое первое впечатление о них, я вынужден поделиться этим с тобой. Если ты планировал купить шлемы от компании Ruroc, то тебе это видео будет очень полезным. Мой друг, с которым мы ездим по выходным, наверное, около месяца подбивал меня купить эти шлемы, присылал фотографии, видео. Наверное, все видели, как Том Харди ездит в таком шлеме красном в фильме «Веном». Я хочу сказать, что 99% этого шлема – это чистый маркетинг. Он не стоит даже половины своих денег. И дальше я расскажу почему. Хочу рассказать, почему у меня их так много, хотя покупали мы два. А все это потому, что клиентская поддержка Ruroc – полное дно. Начну с того, что связаться с ними можно исключительно только через электронную почту, на которую они могут отвечать, могут не отвечать, могут отвечать какими-то шаблонными фразами, которые вообще не дают ответа на твой вопрос. Так, при первой же моей покупке уже появились проблемы. Вы не купите и не сможете померить, посмотреть этот шлем в стационарных магазинах, потому что их нет. Вы можете купить этот шлем исключительно только на сайте Ruroc, предварительно создав там аккаунт. Перед тем, как создавать аккаунт, я хотел посмотреть, сколько будет стоить доставка в мой город, поэтому я добавил в корзину пару товаров. Это были эти, кстати, два шлема. И написал там просто любой адрес, который я вспомнил первым, не свой. Я создал свой аккаунт, и эти два товара, которые я предварительно добавлял, уже были в моей корзине. Поэтому я просто продолжил покупку. Там, конечно же, была форма для ввода адреса доставки, и я ввел уже правильный адрес. После оплаты, когда я получил письма на электронную почту о подтверждении, я заметил, что предыдущий адрес, который я для теста вписывал, и адрес доставки, который я вписывал во время покупки, перемешались. Это не моя ошибка, я очень давно покупаю в интернете и знаю, как это работает. Через 5 минут после того, как я увидел, что адрес доставки неправильный, я почитал условия FedEx. У них написано, что изменить адрес доставки может только отправитель. Поэтому я сразу же написал клиентскую поддержку, написал, что адрес доставки неправильный и прошу его поменять. На что мне ответили, что они не могут изменить адрес доставки, и они предлагают мне отменить заказ и создать такой же еще один с правильным адресом доставки. Чтобы эта ошибка не повторилась, я создал новый аккаунт, где просто идеально все вписал с первого раза, оплатил. На предыдущем аккаунте я создал запрос на отмену заказа. Через неделю я получаю email от FedEx о том, что мой товар отправлен. Я сверяю номера товарных накладных, и оказывается, что мне отправили посылку с заказом, который я отменил неделю назад. Я опять пишу в поддержку, на что мне отвечают: извините, мы не успели, поэтому ваша посылка отправлена вам. Когда получите, отправьте ее нам назад. Как я ее получу, если адрес доставки там неправильный? Я ее никогда не смогу получить, это значит, что я не смогу ее отправить назад, а это значит, что возврата денег не будет. В итоге я каждый день писал в компанию FedEx поддержку, и с 7-го раза они мне поменяли адрес доставки. И поэтому у меня сейчас 4 шлема. Один такой черный мой друг уже забрал и ездит в нем. Завтра я отправлю первую посылку назад, и мне предстоит долгая борьба за возврат средств. Я уже почитал отзывы, вы тоже можете зайти погуглить эту компанию и прямо на Google картах посмотреть отзывы о компании и о том, как они по 3 месяца возвращают деньги своим клиентам. Сервис и клиентская поддержка у Ruroc — это полное днище. Я очень сильно надеюсь, что вам не придется с этим столкнуться. У меня есть с чем сравнить, это мой предыдущий шлем, я его до сих пор использую, это шлем от Icon. В плане качества сборки он просто идеальный. С ним я использую гарнитуру Sena S5, это бюджетная гарнитура, но она все-таки выполняет свои функции хорошо. Я сделал 2 выезда в этом шлеме и хочу сказать, что у него есть плюсы. Несмотря на то, что его сложно надевать и снимать, он вполне комфортный. Если говорить о размере, то на сайте компании Ruroc есть размерная сетка, и вы должны ей доверять, она правильная.
Рурок предлагает докупить пин-локи к этим шлемам, и я вам хочу сказать, он правда нужен, потому что потеет очень сильно. При любом дыхании, стоишь ты на светофоре на красном, у тебя будет всегда запотевший визор. Рурок не стоит своих денег абсолютно. Если бы они стоили в 2 раза дешевле, можно было бы закрыть глаза на все эти дефекты. Причем я распаковал 4 шлема, и все 4 были с дефектами, причем уникальными. Если ты ездишь по городу и в основном один, и тебе очень сильно нравится дизайн этих шлемов, то, конечно же, ты можешь его купить, но просто будь готов, что к тебе приедет кусок дерьма. Просто смирись с этим. У него есть только одно преимущество – это внешний вид. Все остальное просто ужасно отвратительного низкого качества. И у меня нет ни одного аргумента за, чтобы его покупать. Сейчас давайте покажу, как это выглядит. Первое, что я хотел быстро показать, это вот эти чехлы, в которых приходят шлемы. Да, это мелочь, возможно, для кого-то это вообще не важно, но это показывает вот подход фирмы к деталям. Это Icon. Он мягкий, не царапающий, им спокойно можно протирать шлем, визор. Теперь посмотрим, что здесь. Я не знаю, что это за ткань, но она просто стеклянная. По-другому я не могу ее назвать. Я бы не решился даже визор ею протереть. Что касается кепки, если вы будете ее покупать, будьте готовы, что она очень низкая. Цена этой кепки максимум $10. Она абсолютно не стоит своих денег, и я не знаю даже, что с ней делать. Носить я ее точно не буду. Гарнитура Shockwave приходит в такой упаковке. Так выглядит содержимое коробки. Это выглядит неплохо, но вы должны помнить, что это не интерком. То есть это просто Bluetooth наушники. Вы не можете связываться с другим райдером, используя только эту гарнитуру. Вам всегда нужен будет телефон. Если сравнивать Shockwave с интеркомом, то если на расстоянии 700 метров есть райдер, с которым у меня была установлена раньше связь, я всего лишь делаю один клик и соединяюсь с ним. И меня не волнует, есть ли мобильная связь, есть ли интернет, есть ли у меня вообще при себе телефон. Я всегда подключусь, и у нас всегда будет хорошая связь. Что касается Shockwave, который предлагает Рурок, это Bluetooth наушники. Чтобы общаться со своим другом, вам нужно будет звонить по телефону или созваниваться в каком-нибудь приложении типа Discord. Поэтому я считаю, что этот шлем только для города, потому что там, где мы ездим, не всегда есть хороший сигнал мобильной связи. Поэтому мое мнение, что Shockwave это вариант для городских одиночных поездок, или послушать музыку, или пообщаться с кем-то по телефону. Siri не работает с этой гарнитурой, поэтому ответить на звонок с помощью голосовых команд вы не сможете. Проверить уровень заряда батареи вы не сможете. Чтобы взять трубку, вам нужно дотянуться каким-то образом и в перчатке нащупать эту кнопку и нажать. Тогда вы ответите. Либо же вам нужно всегда возить с собой смарт-вотч для того, чтобы вы могли ответить на звонок. Все же хочу сказать, что у этой гарнитуры есть один плюс, это наушники. Они реально хорошие. Дальше хочу рассказать быстро о проблеме, которая случилась и у меня, и у моего друга. Shockwave, будучи заряженным, не захотел включаться. Просто никак не реагировал ни на одну кнопку, ни на включение, ничего. Не моргал ни один диод. Просто в полный отказ. А как вы понимаете, если вы встретились с кем-то и хотите куда ехать, это испорченная поездка. Когда я приехал домой, я подключил зарядное устройство, и буквально через секунд 5 я отключил, и гарнитура заработала. И получается, что чтобы не испортить поездку, мне нужно с собой возить маленький пауэрбанк на такой случай, чтобы можно было прикурить гарнитуру. И, наверное, чтобы хотя бы как-нибудь конкурировать с другими нормальными интеркомами, было принято решение создать приложение, которое называется Chain. Это абсолютно бесполезное приложение. Если у вас есть хотя бы какой-нибудь мессенджер, в котором вы можете создать групповой чат и групповой звонок, в приложении Chain не будет никакого смысла, потому что другого функционала там нет. По поводу шлема. Вот эти белые пятна, которые видите, это не часть дизайна. Это протертое покрытие аж до пластика. И этих точек по всему шлему можно найти очень много. Я не знаю, как они это сделали, правда. Понятия не имею. Дальше эти неровные края, которые потом я еще покажу на другом шлеме. Я могу сделать выводы, что эти шлемы вырезаются вручную.
потому что ЧПУ-станок не мог так криво вырезать. Все резинки приклеены отвратительно просто. Местами не приклеены. Есть места, где просто вытек клей. У многих вообще эти резинки отклеиваются со временем. Посмотрим, сколько это проживет. Добавлю кадры с другого канала, где у человека вообще отклеилась эта резинка полностью. Alright, first things first. The majority of the negative reviews that I've noticed online about Rollrock has been in regards to their customer service or the lack thereof. But as for me, my personal experience so far, I haven't had any problems. Alright, y'all, so check it. I just came across my first problem with my Atlas 4.0. Fresh out of the box. I'll show you real quick. All right, you guys see this? The rubber. Look at that, that is crazy. It's not coming off here, but it's coming off all the way up here. And if I pulled it, it will probably come off all the way around. Это второй шлем, вот он с этикетками, новый, ни разу не использовался. И посмотрите сюда. Видите, что это за нитка вообще торчит? Почему края такие кривые? Что это за клей? Почему так вообще? Почему оно поплавленное все? Посмотрите, здесь резинка отклеивается уже. Я напоминаю, его еще ни разу не надевали даже. Посмотри на это. Еще раз покажу, сколько этот шлем стоит. Я не хочу это делать, но мне кажется, что если немного надавить, то эта резинка отклеится. Вот еще один факт того, что это собирается вручную, потому что посмотрите на этот винил, который вырезан, но это не круг. И вот шлемом еще не пользовались, но это не доклеенный винил. То есть вот эти края, которые вы видите сверху и справа, они отклеены уже. То же самое на второй стороне этого шлема. Внизу отклеен винил, круг вырезан какими-то кривыми руками. Ой, блядь. Отдельный разговор — это его запах. Я сейчас держу его в руках, и он воняет. Вот представьте, насколько это сильный запах. Я 2 дня ездил в шлеме, и этот запах до сих пор остается. А запах настолько токсично яркий, ярко выражен, и он воняет дешевыми китайскими резиновыми тапками. Посмотрите здесь. По поводу зазоров, это вообще отдельная тема. Вы видите эту дырку? Где она здесь? Ее нет. Здесь швы совпадают, здесь нет. Разве так должно быть в шлеме за такую цену? Не знаю, как показать, но здесь очень большая щель. Материалы не прилегают друг к другу плотно. Просто хочу показать для примера свой Icon. Извините, что он грязный, я не думал, что я это буду делать. Вот посмотрите на эти стыки. Все плотно, аккуратно. Нигде нет вылезшего клея. И напомню, что Icon в 2 раза дешевле. Ну и, конечно, сейчас покажу Core. Это черный мат. И посмотрите, какие у него проблемы. Этот шлем я только достал из коробки вот перед съемкой. Вы это видите? Эти волны. Вот клей вылез. Посмотрите, что здесь происходит. Как вы считаете, это нормально? Вот это нормально? Вот это нормально? Я пытался понять, что это. Это протерт материал до основания. Как вы считаете, таким шлем должен быть за такую цену? Что это за щели? Почему он не подходит друг к другу? Почему здесь плотно прижато, а здесь щели? Как такое возможно? Я не знаю. Вот еще, как вам такое? Это не свет так падает. Это реально кривая поверхность. Напомню, шлем я достал с коробки, прямо перед съемкой. Рурок, как вы такое можете продавать людям? Вообще вам не стыдно? Почему он такой уебищный? Почему оно все так криво собрано? Если Рурок посмотрит это видео, почему у вас все такое кривое? Почему у вас все такое некачественное? Почему вы эти шлемы продаете за такую цену? Уберите из маркетинга 40% и направьте их на... Ладно, идите нахуй, короче.